Расскажи, куда мы сегодня едем. Привет! Сегодня наконец-то выглянуло солнце, и мы едем на реку. И ближайшая к нам река оказалась в городе Торонто. И на самом деле эта река — это место рождения Торонто. Изначально форт, английский форт, который назывался Торонто, был построен именно в этом месте. Если поглядим на карту Торонто, то видно, что в Торонто 3 реки, 2 из которых протекают через старый город Торонто. Это река Хамбер и река Дон. Город вырос на их берегах и на береге озера Онтарио. А началось все с лесопилки, которая и напилила лес для постройки Торонто. Old Mill правильно переводится не как старая мельница, а как лесопилка. От этой лесопилки и стартуем. Вообще с именем Торонто забавно вышло. Изначально так называлось озеро Торонто. Так оно появилось на картах, на французских, и потом уже использовалось англичанами для названия форта. Французские вояжеры, первопроходцы, переплыли по берегу великого озера Онтарио и узнали от местных, что по системе рек можно добраться до озера Торонто. Поэтому и назвали это место как поворот на озеро Торонто. Теперь озеро Торонто на картах называется озеро Симка в честь губернатора. А тот самый губернатор, он и основал здесь форт и назвал его Йорк, который потом почему-то переименовался в Торонто. В общем, путаница. Губернатор не только Торонто в Йорк переименовал, он еще в Онтарио город Лондон заложил и реку Темзой назвал. Те названия так и остались. А вот Йорк позже переименовали обратно в Торонто. Тень от моста и... Хотел стать прозрачной водичкой, но сегодня по ней какие-то плывут пенки. Мост не такой уж и старый, всего-то чуть более 100 лет. Тут должен быть кот. Или собаки тоже рыбу едят? Мало того, ездовых собак только рыбы и кормили всегда. Ездовых собак? Да. Лайк? Можно нам лососем стать. Тем самым видом, которого мы ловим. Горбуша мороженое. Все вот эти вот законные ездовые собаки, Аляска, там, да. Всех кормили мороженое, горбуша. Здесь слева пешеходная дорожка, а справа асфальтовая для велосипедистов. Вот оттуда с парковочки мы через мостики и пришли. И вот появляются вдалеке на горизонте они, красавцы. Как бы пороги, но это искусственные. Мини-водопадики, мини-плотинки. А так с 60-х или 70-х годов этот ручей находится под охраной государства, заповедник. С тех пор, как это стало заповедником, стало возможно проводить восстановительные работы в плане экологии. До этого весь ручей был потравлен, уничтожен, и рыбы в нем не было. Хотя по воспоминаниям из дневников 1812 года писали, что лосося было столько, что тебе не надо было вообще ничего. Лопатой можно было из воды выкидывать на берег. Вот все и вы повыкидывали. Нет, не все повыкидывали, а построили этих вот мельниц чертовых, которые просто не дали рыбе идти на нерест.
И она быстро закончилась, буквально за считанные годы. Но рыба им отомстила. Эти мельницы регулярно горели после постройки. Последний раз мельница за нашей спиной была построена в середине 19 века и сгорела лет через 30, наверное. Восстановили ее до того состояния, в котором она есть сейчас, уже в начале 20-го. И превратили в ресторан, отель, спа, вот это все. Очень атмосферное и недешевое удовольствие. Раз уж речь зашла о рыбе. Естественно, самая популярная это лосось. Все просто ее обожают. И изначально здесь, до прихода европейцев, и плавал лосось. Так и назывался лосось атлантический. Сейчас пытаются восстановить популяцию, перезаселяют реку. Но атлантический лосось как-то не приживался, его все остальные съедали быстро. Он не мог успевать размножиться. Поэтому начали использовать хитрый прием. Сначала заселили тихоокеанский лосось. Сколько видов тихоокеанского лосося ты знаешь? Я в лососях не разбираюсь, только типа семга, горбуша, вот это все. Вот, мы не рыбаки. Мы не рыбаки вообще ни разу. В Канаде ни разу не рыбачили. Удочку мочили в Виннипеге. В Виннипеге удочку мочили. Окей. В общем, в этом ручье сейчас 4 основных вида лосося. Это самый большой королевский или чинук. Он вырастает до 20 кило, если я не ошибаюсь. Потом идет кохо, лосось. Потом идет steelhead, стальная башка. Кстати, так называется хоккейная команда Миссисаги. Steelheads. Но она не играет в НХЛ. И кохо, steelhead и радужная форель. Вот 3 основных вида. Не только рыбаки под мостом. На каменных перекатах чайки тоже ведут свой промысел. Лосось для них великоват. Они во время нереста на икру охотятся. Но этим удалось рыбину добыть. Вот еще одна птица. Кто не узнал, я сейчас назову ее. Только чур не смеяться. Это птица баклан. Только что на наших глазах сожрала огромную рыбу, аж летать теперь от обжорства не может. В пойме реки разбит парк, один из наших любимых. Вообще этот год уникальный. Конец апреля. Вообще ничего, зелени на деревьях нет. Только деревья начинают зацветать, и то не все. Очень поздняя весна в этом году. Я бы сказала, очень холодная. И холодная. Особенно. Хотя зима не была какой-то выдающейся холодной. Такая средненькая, я бы сказала. Нет, то, что вокруг зеленая трава, не обращайте внимания, канадская трава, она и под снегом зеленая. И в январе. Краснохвостый ястреб, они тут водятся, как и белоголовые орлы. Красотка невероятная, голубая сойка. Голубая сойка – один из неофициальных символов Торонто. Даже бейсбольная команда так называется.
А так, судя по описаниям из интернета, вот эта тропа, по которой мы идем, пешеходная, длится 8 километров вдоль реки. Так что гулять, гулять и гулять. Мы, конечно, 8 километров не пойдем. Не пойдем? Не, я думаю, мы сегодня не такие ходильные. Ну, хотя было бы интересно сделать такой челлендж. Может, Гулять на весь велосипеде. день. Можно на велосипеде попробовать в следующий раз. И электросамокате. Да, я не велосипедная. О, желтые цветочки полезли массово. Но это не мать и мать. Это не мать и мачеха. Вот почему еще комфортно здесь гулять, потому что для пешеходов отдельная дорожка. А то вы можете подумать, что это только велосипедисты сердятся, что им пешеходы все время под ногами, под колесами мешают. У меня, как у пешехода, другое мнение, свое о велосипедистах. У них своя дорожка. И это хорошо. Собачкам положено быть здесь на поводке. Прикольно, оказывается, слева-то не чисто велосипедная дорожка, пешеходам тоже можно. Так что пешеходов тут две дорожки. А велосипедных одна. Высокий склон. И река протекает, ну, можно сказать, почти в ущелье. И с этим тоже ведь связана история, почему заповедник смогли организовать только после 50-х. Дело в том, что в 50-х случился ураган Хейзел. И он был настолько мощный, что здесь все нафиг смыло, все дома, все частные постройки, и были десятки погибших. И только после этого тех, кто смыло, они согласились уступить землю городу и организовать заповедник. А до этого частная собственность нельзя. Полина не рыболов, Полина ботаник. Флорист. Мы можем к реке выйти. Пойдемте к реке. И если Торонто — это название для озера Симка и его окрестностей, это окрестность реки. На языке индейцев в переводе на английский называлось то место, где надо вылезать из лодок и идти пешком. И мне кажется, вы догадываетесь, почему. Течение мощное, это не утки такие форсированные. Как там, утки на утреннем кофе. Слушай, у него голова синяя, это не зеленая, как обычно. О, а на кустах висит напоминание, что уровень воды здесь поднимается вот. В общем, вам по пояс будет.
Здесь река закована, хотел сказать бетонные, но бетонно-каменные набережные. Только с одной стороны. Сама река не длинная. По-моему, общая длина чуть больше 100 километров. В силу геологических рельефов в Онтарио, Южном Онтарио, длинных рек нет. Но шутка ли сказать, я подсмотрел статистику, и на берегах, а точнее в бассейне этой реки проживает более 1 миллиона человек. И как вы можете видеть, воды реки достаточно чистые, учитывая, что 1 миллион человек имели возможность ее засорить. Канадский гусь – один из символов Канады. Воскресенье, потому так и людно. В такую погоду дома никому не сидится. Народ в парках. И даже пень весенний день. Да. Сложно поверить, да, вот что в такой мелкой по глубине речушке и плавают. Покажи, какие рыбины. Вот такие. В кадр не умещаются. А теперь о рекордах. Будет заставочка. Самый большой лосось, пойманный в Онтарио, весил 20 килограмм. А самая большая рыба, пойманная в Онтарио, это щука, весом 30 килограмм. Через 20-30 лет самой большой рыбой станет сом. Этот вид уже доплыл сюда из Америки. Надо только подождать, когда подрастет. Но мы весной греемся на солнышке на скамеечке у водопада. Мне все время звук водопада напоминает Шерлока Холмса и Мориарти. Да. Правила использования водопада. Не повторяйте трюк дома. И вот эта вот длинная палка — это багор.
Да-да, не только рыба, здесь и черепахи живут. Еще одно место, которое все никак не опробую. Здесь официально можно сжечь костер. Такие места никогда не обходятся без мороженого. Главное место привлечения детей. Че, Собакин? Ничего не поймали? Спасибо, что смотрите. Не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на канал.